Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами, как всегда, Павел Сидорик. Канал о ремонте и отделке. Это продолжение, вторая часть ролика по замене окон в хрущевке. Переделка квартиры от А до Я. Сегодня я расскажу про основные ошибки, которые допускают установщики, с которыми потом приходится бороться отделочникам, а также покажу, как правильно заклеить окна пленкой, чтобы они остались целые и красивые до конца ремонта. Напомню, что окна у нас Века, профиль Softline 82 с серой ламинацией. Первая, самая банальная ошибка – это окно стоит не по уровню. Нету горизонтального и вертикального уровня. Чем это чревато? Что если окно стоит не по уровню, окно завязано с откосами, с подоконником, и оно цепляет одно за одно. И, соответственно, когда вы будете открывать дверь, если окно стоит не по уровню, то возможно, что она будет произвольно открываться. Во-вторых, это просто некрасиво. Почему это происходит? Ну, во-первых, из-за безалаберности, а во-вторых, из-за того, что приходят на установку с маленькими короткими уровнями, 40 сантиметров, и не могут полностью проконтролировать окно. Установщик должен устанавливать окно, особенно если это балконный блок с уровнем 2 метра. Уровень должен быть 2 метра и 1,20 м, чтобы можно было посмотреть полностью весь профиль на изгиб, насколько он ровно стоит. Следующая ошибка, она из той же серии, когда у вас стоит несколько блоков, глухое окно, дверь, они находятся не в одной плоскости. Если приложить к этим двум блокам уровень, то получается какой-то изгиб. Это следствие точно того же, что приходят на установку с маленьким уровнем и не могут проконтролировать при установке одну плоскость. Почему часто окна промерзают? Потому что когда устанавливают окна, пережимают анкера. Соответственно, они их перетягивают, и рама изгибается. И получается, что рама деформируется, и резинка уплотнительная, она не примыкает, когда вы закрываете окно или дверь, она не примыкает к раме. То есть, опять же, надо все контролировать длинным уровнем, чтобы, когда вы закручиваете анкера, они не деформировали, не изгибали раму. Окно может деформироваться не только вследствие неправильной установки, но и потому, что профиль может быть просто некачественным. Когда устанавливается окно, надо контролировать следующий момент, чтобы откосы с одной и с другой стороны чтобы было одинаковое расстояние. Меряем одну сторону, здесь получается 30,8. И потом меряем другую сторону. Меряем эту сторону. Здесь то же самое, 30,8. Если играют какие-то миллиметры, то это не страшно. Но бывает так, что окно ставят просто криво. И с одной стороны, допустим, 25 сантиметров, а с другой там 22 или 21. И это уже потом на отделочных работах может быть заметно. И поэтому этот вопрос надо контролировать, чтобы с одной стороны откоса расстояние было одинаковое и с другой. Дальше, что касается пароизоляционной ленты. Видите, здесь она сделана в одну плоскость с рамой. Когда будет устанавливаться сюда гипсокартон, никаких проблем не будет. И со штукатуркой, если штукатурить, никаких проблем не будет. Но бывает так, что запенивают, пену раздает аж сюда. И потом вот эту вот ленту просто приклеивают таким бугром. И в процессе эту ленту очень трудно отклеить. Она уже приклеивается, она как липучка. И для того, чтобы сделать откос, отделочник просто ее обрезает. И все, и окно остается без пароизоляционной ленты. Поэтому
всегда просите, когда устанавливают окна, чтобы она была под лицо с рамой. Как это сделать? Пенится в 2 этапа. Когда второй раз вы запениваете, пена начинает полимеризоваться, просто рукой поджимаете ее. Она немного сжимается, и все. И никаких проблем не возникает. Что касается лент, еще часто, вернее чаще даже, не используют ленту ПСУ. Вот эту ленту, которая защищает шов, пену от атмосферных воздействий. Бывает так, что установщики в целях экономии полностью не заполняют монтажный шов. Они заполняют его с одной стороны и с другой, а пустота, середина, получается пустая. Это, конечно же, тоже неправильно. Цель этого всего просто сэкономить на пене. А вообще окно лучше запенивать в 2 этапа. Во-первых, пену не раздаст, а во-вторых, можно на втором этапе поджать пароизоляционную ленту. Еще одна распространенная ошибка, когда ставят стеклопакет не той стороной. Если окна энергосберегающие, там есть пленка, которая находится внутри стеклопакета и должна смотреть в квартиру. А бывает так, что путают и ставят наоборот. Обычно есть наклейка, какой стороной ставить внутрь. Но ее бывает отдирают, потом путаются и ставят наоборот. И, соответственно, такой энергосберегающий стеклопакет уже не работает. Поэтому этот момент надо контролировать. Пленка, которая находится снаружи рамы, при установке ее надо сразу снимать, потому что на солнце она припекает к раме, и потом ее очень сложно отодрать. Особенно это касается новостроек, где ставят окна с пленками и про них забывают. Потом приезжает хозяин квартиры, пленка прикипела, и он начинает ее отдирать по 1 сантиметру. Лучше отодрать сразу. Когда устанавливают окна, часто не соблюдают правильное расположение анкеров. Анкера должны быть 15 сантиметров от края, и расстояние между анкерами не должно превышать 60 сантиметров. Что касается заклейки окон. Очень часто заказчики сами пытаются заклеить окна, но они не знают, как это правильно сделать. Начинают использовать обычный упаковочный скотч или малярную ленту. Это все потом прикипает к раме, остается клей, и потом вместе с пателем острым чем-то просто сдирают. В данном случае здесь ламинация, и ни в коем случае нельзя так заклеивать окна, потому что потом эта ламинация повредится и будет некрасиво. Поэтому для того, чтобы нормально заклеить окно, надо использовать ленту ПВХ такого типа, которую можно оставлять на окне до 2 месяцев, а по факту и больше. Эта лента, она не оставляет клей на раме. Значит, это дельфин. Такую ленту я использую не только для заклейки окон, такую ленту я использую для заклейки дверей, окон, подоконников, в общем, всего того, что может испортиться в квартире. Потому что такую ленту можно смело оставлять на несколько месяцев и не бояться, что она испортится. Также та защитная лента, которая на окнах со стороны помещения, ее лучше не отрывать, а оставить до конца ремонта. Она не прикипает. Для заклейки нельзя использовать обычный прозрачный упаковочный скотч. Еще большее зло — это коричневый упаковочный скотч. На первый взгляд безобидная малярная лента тоже со временем оставляет клей на основании. Сейчас я вам покажу, как заклеить окно, чтобы потом не было никаких проблем. Во-первых, надо взять правильную ленту. Это в заклейке самое главное. Дальше нам нужна пленка. Подай пленку. Пленку использую обычную. Называется она вообще типа усиленная, харди усиленная.
она не воняет. То есть она как бы из такого первичного сырья, потому что бывают пленки темные, они очень сильно воняют. Вы когда заклеиваете окна в квартире, потом невозможно находиться, как будто на нефтебазу какую-то приехал. А эта пленка, она нормальная, она не пахнет. Дальше. Что нам надо? Ножницы. Ножницы. И, в принципе, больше ничего не надо. Функционально надо, чтобы, соответственно, открывалась дверь и в кухне открывалось как минимум одно окно. А все остальное можно заклеить. И важно, надо оставить вот здесь вот небольшое расстояние, чтобы, ну вот примерно так и оставить, чтобы когда мы будем делать откос, чтобы не ставить гипсокартон или штукатурку на пленку. По размеру окна отрезаю полоску. Вот ровно по размеру окна. Чуть меньше получилось. Разворачиваю пленку и прилепляю ее к окну. Пленка намагниченная, поэтому держится. Короче, просто прихватываю пленку кусочками. Тут под ручку сразу прорезаю. Как только я зафиксировал на окне пленку, дальше просто обклеиваю с торца. Дальше по такой же схеме заклеиваем окно. Сначала прихватываем пленку кусочками, затем по периметру обклеиваем лентой. Не забываем про ручку. С окном на кухне точно такая же процедура. Вот окна заклеены. В процессе ремонта окна могут переклеиваться несколько раз, в зависимости от выполняемых работ. Сейчас я хочу ответить на наиболее популярные комментарии первой части. Первый, один из самых популярных комментариев о стоимости окон. У любого производителя есть окна на любой кошелек. От самого дешевого профиля до дорогого. И если кто-то себе может позволить поставить дорогие, крутые окна, это не значит, что он сошел с ума. Просто у него позволяют финансы. Безусловно, дорогие окна, они лучше. А если у кого-то от этого пригорает, что кто-то поставил дорогое окно, то, в общем-то, это личные проблемы того человека. Второй комментарий – это про крепление окон. Многие писали, что на анкеры их устанавливать нельзя. Я понял, что в видео каждый второй комментатор является установщиком окон. На самом деле производитель предусматривает крепление окон на анкеры и на анкерные пластины.
90% окон крепятся на анкеры, и только, наверное, 10 на анкерные пластины, которые я, кстати, не люблю, потому что потом возникают вопросы с откосами. Поэтому все практически устанавливают их на анкеры. Не вижу никакой проблемы в этом. Третий популярный комментарий – это о том, что остались большие зазоры для пены. Вы не видите всей картины. Что касается большого зазора снизу, там есть радиатор отопления и будет устанавливаться толстая кухонная столешница. Поэтому там все рассчитано, и до радиатора отопления остается буквально пару сантиметров. Поэтому по-другому там было сделать никак. Второй вопрос. По периметру окна, в принципе, зазоры нормальные, так как там, когда убирается окно, есть четверти. Вот если четверти очень длинные, то что поделаешь? Ничего не сделаешь. Или резать четверти и перезаказывать окно другого размера, либо просто запенивать то, что есть. На самом деле там зазоры получились по 2-3 сантиметра. Обычные установочные зазоры. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!